Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович. Ну что, записываю для вас второе подряд видео. Если вы не смотрели первое видео по Take Profit, обязательно это сделайте. Мы говорили с вами о двух способах постановки Take Profit в зависимости от состояния рынка. И сейчас мы разберем такие же способы постановки стоп-лосса, также в зависимости от состояния рынка. Мы будем разбирать самые базовые, но самые эффективные методы. Особенно это видео подойдет для начинающих трейдеров, которые чаще всего вылетают из позиции, да, и затем рынок идет в их сторону. Чтобы такого не случалось, давайте разберем некоторые способы. У нас есть, как правило, движение, когда мы торгуем по тренду. Любое трендовое, вот это зафиксируйте себе, любая торговля по тренду начинается с направленного импульсного движения. Любая абсолютно. Вопрос только в коррекции и в типе входа в сделку. Почему? Потому что может быть небольшая коррекция, мы можем войти в некую форму консолидации, так называемый флаг, клин, вымпел, неважно. Либо у нас может быть более глубокая коррекция, мы можем получить совершенно другой сигнал на вход в позицию. Так вот, первый вариант, если мы рассматриваем вариант, когда у нас есть сильное направленное движение, затем есть фаза консолидации, при этом коррекция совсем небольшая, то при выходе из этой консолидации в направлении тренда все стоп-лоссы уходят за предыдущий лоу, за лоу консолидации. Это общее правило. Take Profit мы также ставим по Fibonacci. Если это более глубокая коррекция, допустим, там 40, 50, 70%, то мы используем стрелочные сигналы TC Sell, TC Buy, мы используем сигналы ротации бара. Стоп идет за сигналом, это вариант номер один. Допустим, мы получили вот здесь сигнал на продажу, стоп уходит за сигналом. Какие варианты могут быть стоп-лосса за самим сигналом, либо за какой-то конфигурацией? Вариант А. Структурный стоп, когда мы видим уровень слева, то есть стоп-лосс еще и за уровнем. Второй вариант — это использовать ATR, волатильность. Допустим, если мы вошли по сигналу, прибавить к точке входа 2 ATR, допустим, со стандартным периодом 14 или с периодом 7 как вариант. То есть, если мы вошли где-то здесь, либо где-то здесь, то наш стоп-лосс идет 2 ATR от цены входа и потенциально будет совпадать с предыдущей структурой слева, либо будет чуть выше этой структуры. В общем, вот таким образом вы можете ставить стоп-лоссы по тренду в зависимости от типа, запишите себе, от типа коррекции. Почему? Потому что коррекция бывает разной, и в зависимости от этого мы ставим стоп-лоссы. Начнем с вами с пары евро-доллар и посмотрим, какие варианты открытия позиции могут быть здесь по тренду и как поставить стоп-лосс Take Profit. Первое, что мы с вами сделаем, это определим тип этой сделки. Это сделка с трендом против тренда или в консолидации, это сделка с трендом, то есть по направлению движения цены. Где ближайшая точка открытия позиции? Если мы посмотрим налево, мы видим предыдущую дневную зону, предыдущая зона поддержки, которая находится в районе 1.10.200 с копейками. Мы ее пробили, и теперь она становится сопротивлением. То есть мы предполагаем, что если рынок вернется в район 1.10.200 с копейками, и мы здесь получим сигнал какой? Опять же таки, можете добавить свои сигналы. Мы используем еще раз стрелочный сигнал на продажу TC Sell, TC Buy. В этой ситуации нас интересует TC Sell, либо ротация бара. Если вы не знакомы с терминологией, посмотрите видео «Биржевая торговля. Один день с трейдером». Я подробно разбираю всю модель торговли по системе Cluster Trader. Ссылка будет в правом верхнем углу. TC Sell, либо ротация бара, изменение цвета свечи. Да? Соответственно, если рынок скорректируется в район 1.10.270, это потенциальная зона продаж. Наши стоп-лоссы. Посмотрите, какая очевидная предыдущая структура. То есть вариант А — поставить стоп-лосс за структурой. Вариант Б — если рынок скорректируется и у нас будет сигнал за сигналом. Вариант С — это поставить стоп-лосс, используя волатильность. Возьмем стандартный, да, индикатор ATR с периодом стандартным 14. Посмотрим
текущую волатильность, мы видим примерно 10 тиков, 10-12, умножим на 2, получим 20-25 тиков. Соответственно, если мы здесь входим, плюс-минус, опять же таки, это не так принципиально, мы отходим на 20 пунктов, как я и говорил ранее, примерно это будет совпадать с предыдущей структурой, то есть здесь мы имеем некий консенсус стоп-лосс с точки зрения и волатильности, и структуры рынка, поэтому наши стоп-лоссы вполне могут быть за вот этой предыдущей структурой. Если мы здесь входим, то мы видим, какое большое расстояние до предыдущего лоу, следовательно, это первая зона, где мы можем начать действовать. Вариант А – закрыть часть позиции. Вариант Б – ничего не делать и ждать основных целей, которые будут. Мы возьмем Fibonacci, минимум-максимум. Опять же таки, это макет. Понятно, что коррекция может быть как глубже, так и вовсе может не быть сигнала, и рынок может двинуться выше. Мы этого не знаем. Соответственно, наши take-профиты 1, 0,9, 230. И дальше мы видим следующее значение 0,8500 с копейками. Вот таким образом мы можем заранее для себя померить, выгодна ли нам эта позиция, если наш стоп здесь. До первой зоны, посмотрите, 1 к 2, то есть уже мы имеем минимальное соотношение 1 к 2, и до вот этой зоны take profit 1, мы имеем 1 к 3, даже наверняка больше. Вот, например, 30-минутный график индекса DAX. Что мы имеем? Мы имеем импульсное движение, видите? Коррекция. Это тоже сделка какая? По тренду, то есть тип сделки. Сделка по тренду. Ага, раз сделка по тренду, как я могу ставить take-профиты? По Fibonacci. Могу использовать волатильность, но предпочтительнее использовать зоны FIBA. Теперь, если я получаю сигнал, какой сигнал? Ротация бар. У меня есть импульсная волна, коррекция, бар черный, жду белый бар. Почему? Потому что тренд бычий, жду подтверждения, то есть увядание коррекции в направлении импульсного движения. Поэтому, если я получаю сигнал на вход, потенциально это может быть здесь. Мой стоп за структурой, за предыдущим лоу коррекции, вот здесь, это вариант номер 1. Второй вариант, я могу использовать также ATR, да, и поставить стоп-лосс согласно ATR, и это будет примерно одна и та же зона. Я возьму Fibonacci для цели, минимум-максимум коррекции, take profit 1 и take profit 2. Еще одно важное правило, которое я использую в своей торговле. Давайте запишем, до take profit 1, до take profit 1 должно быть минимальное соотношение 1 к 2. То есть, если я не получаю до take profit соотношение 1 к 2, то есть вот до этого, например, здесь вход, да, это стоп, и это take, к примеру, да, вот таким образом. Я понимаю, что у меня сделки не будет, даже если здесь будет идеальный сигнал. То есть до первого take profit должно быть соотношение 1 к 2, да, до второго не так принципиально, это может быть 1,4, 1,5, но вот это основное требование. Поэтому, когда я вижу такую историю, я не вхожу в позицию, игнорирую и жду более лучших цен. Почему? Потому что рынок по-прежнему бычий, и даже если рынок отсюда двинется вниз, то следующая зона действий, внимание налево, мы видим предыдущую структуру. Это дневные зоны в районе 11800, структура. Здесь мы видели сигнал на sell, рынок отреагировал, пробил, вернулся, улетел. И мы по факту еще не тестировали отметку, еще раз напомню, 11850. Поэтому если рынок протестирует эту зону, будет сигнал, то как будут выглядеть мои стоп-лоссы. Здесь мы уже будем торговать в условиях отсутствия моментума, когда рынок находится в консолидации. Я буду торговать по тренду, но не в потоке, а в небольшом состоянии паузы консолидации. То есть, если рынок сюда придет, мы будем интерпретировать это зоной накопления, да, зоной консолидации. Соответственно, стоп-лосс за консолидацией. Мы видим предыдущую структуру вот здесь. И мои стоп-лоссы потенциально, да, мы сейчас набрасываем. Если рынок войдет в эту зону, сигнал, стоп уходит за зону. Видим слева лоу. Можно даже взять чуть пониже. Первые таргеты здесь. И мы можем померить соотношение, да, оно уже лучше, ближе 1 к 2, вот таким образом. Подрезюмируем. Первое, что важно учитывать при постановке take profit, это состояние рынка, в скобках тренд, потому что 3 варианта может быть торговли с трендом. Первый вариант – это тренд моментум, потом я буду через черточку писать тренд моментум, тренд консолидация, было бы правильно написать тренд коррекция,
и тренд консолидация. Консолидация. Тренд консолидация. То есть, сейчас объясню, смотрите еще раз. У нас есть импульсная волна. Если небольшая коррекция, и рынок входит в фазу, да, такого небольшого накопления, это тренд моментум. То есть, когда у нас есть интенсивное движение, рынок едва корректируется, и бум, еще один выстрел. Это состояние моментума. Тренд коррекция. Движение примерно на 40, 50, 70% от импульса. То есть, коррекция. Консолидация – это когда мы имеем коррекцию и вот такое состояние рынка. При этом рынок по-прежнему может быть бычий, вот как по DAX. То есть у нас есть движение, коррекция, движение, и рынок может здесь зафлетить. От этого он не станет медвежьим, он будет по-прежнему бычий, и мы будем искать сигналы на бай здесь. Вопрос, какие это сигналы? Какие лучше всего работают в условиях моментума, в условиях коррекции и в условиях консолидации. Для моментума идеально для нас это ротация бара, которая позволяет прыгать в такие сильные движения. Коррекция идеально TC Sell Buy, и консолидация то же самое TC Sell Buy плюс паттерны разворота, слабые вершины, двойные вершины, сложные слабые вершины и основания. Это лучшие сигналы. Какие сигналы для вас? Определите для себя лучшие сигналы и торгуйте в определенных состояниях рынка, добиваясь хороших соотношений риска к прибыли. Все, всего доброго, до встречи, ждите следующее видео, пока.